Всем привет, винтажники! Сегодня мы с вами поговорим об одном из самых старейших и удивительных украшений ювелирного искусства – это камея. Распаковка лота с этой камеей вызвала достаточно много реакций и бурных обсуждений. Я очень благодарна своим зрителям и подписчикам за то, что вы сопереживаете со мной мои винтажные взлеты и некоторые падения. Но участвуя в лотах, конечно же, я всегда понимаю, что я покупаю и к чему мне следует готовиться. И вот чтобы у вас не было напрасных ожиданий и каких-то разочарований по поводу того, что вам под видом старинной антикварной камеи могли продать какой-то современный новодел или просто хорошую винтажную вещицу, я решила записать для вас настоящий гайд по выбору, обзору и детальным подробностям того, как определять возраст камеи. Устраивайтесь поудобнее, сохраняйте это видео, делитесь им с друзьями, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные выпуски. Сегодня мы научимся читать с вами камею как открытую книгу. Поехали! Материал – это самый мощный фильтр аутентификации. И исторически камеи делились всего на две большие группы. Это жесткие камни и органические раковины. Но 20 век принес нам еще и стекло, и фарфор, и, конечно же, пластик. Самый популярный материал со времен эпохи Возрождения, переживший бум в викторианскую эпоху, это, конечно же, морские раковины. Камея на морской раковине чаще всего использовалась двух видов раковин. Это сардоникс и корнелиан. Камея из корнелиана обладает более мягкими и теплыми тонами. Фон здесь будет колебаться от нежно-розового до насыщенного оранжево-красного, а сам профиль будет выполнен в таких мягких пастельных оттенках. Сардоникс дает потрясающий контраст. Это всегда будет очень такой глубокий, темно-шоколадный или даже почти черный нижний фоновый слой, а верхний резной слой будет белоснежным или кремовым. Далее. Натуральный камень. Камеи создавали из агата, оникса, яшмы, и главным признаком каменной камеи является идеальная, почти зеркальная гладкость фона и невероятно четкость линий. Каменные камеи – это почти всегда признак высокого статуса изделия. И сейчас я вам покажу несколько вариантов каменных камей, чтобы вы знали, как они выглядят и из чего они были сделаны. Эта камея выполнена из оникса, на подложке из черного оникса и украшена золотом и россыпью жемчуга. Также ранняя викторианская эпоха. Еще один красивый образец. Это не совсем камея, но очень характерная резка, как для камей. Это резьба по натуральному лунному камню. Посмотрите, с какой детализацией сделана резка лика, образа. Самым наглядным примером камей из натурального камня, конечно же, являются работы из натурального коралла. Конечно же, сочетание оникса, белого и черного. Еще примеры из камня натурального. И отдельным столпом стоят камеи из натуральной лавы. Их бум пришелся на середину 19 века, в эпоху гранд-туров, когда аристократы путешествовали по Помпеям и Везувию и привозили вот такие вот сувениры. Это всегда тяжелые камеи в палитре от оливкового и серого до такого терракотового оттенка. Конечно же, давайте посмотрим с вами на восхитительное многообразие камей и на то, каких видов, каких дизайнов они существовали. Здесь как раз-таки очень яркий пример похожей раковины на сардоникс, камея из оникса. Опять раковина, но уже похожая по своим оттенкам как раз-таки на корнелиан. Еще прекрасные камеи на раковины. И два восхитительных примера камей из камня. Конечно же, стоит поговорить про имитации, которые появились у нас в 20 веке, и это было стекло. Перед вами сейчас находится инталия, это когда камея высечена наоборот, то есть во внутреннюю сторону изделия или на его изнаночной стороне. А вот эта инталия выполнена как раз-таки из стекла. Ну и куда ж без пластика? Пластик был
также самые разнообразные, от целлюлоида, бакелита, люцита и современного акрила. Запомните базовое правило. Если вы прижимаете камею к щеке и она мгновенно становится теплой, перед вами либо органика, либо пластик. Если она очень долго остается ледяной, то это камень или толстое стекло. Первый лайфхак, который вы должны использовать при осмотре, например, камеи на блошином рынке. Ну а теперь мы переходим к одной из самых интересных частей. Мы будем смотреть камеи прямо в лицо. Лицо, изображенное на камее, это, конечно же, прямой маркер моды того времени, когда жил мастер. Стандарты красоты менялись, и резчики, конечно же, им подчинялись как никто иной. Первый профиль, который мы с вами сегодня рассмотрим, будет римский. Это классический римский профиль, и он характерен для антикварных камей 19 века. Мы с вами смотрим на физиологические особенности профиля. Итак, рассматриваем нос. Прямой, сильный нос, переходящий в лоб без резкого изгиба в этой части. Линии лица должны быть строгие, подбородок обязательно волевой, прическа, аккуратные локоны, часто с добавлением виноградных листьев или плюща. Опять смотрим на профиль. Нос, переходящий в лоб, без ярких каких-то акцентов и изгибов. Подбородок, прическа. Очень высокая детализация прически. Здесь камея выполнена белая на таком красивом карамельно-коричневом фоне, поэтому, к сожалению, камера не настолько детально передает вот эту прическу, как я вижу ее сейчас невооруженным взглядом. Если мы даже с вами посмотрим на другой сюжет, здесь изображена какая-то дева, посмотрите опять же на ее нос, он абсолютно прямой, с линией лба. Опять у нас есть такой достаточно мощный и внушительный подбородок. И, конечно, очень высокая детализация причесок. Ну и, конечно, про эпоху нам будет говорить наряд. Если вы хотите точно определить камею по возрасту, вы должны углубиться в историю моды и понимать, в какую эпоху какие наряды были. Опять же, у нас нос представляет собой одну единую линию без явного прогиба к лбу. Опять же, подбородок, достаточно такая массивная шея и опять супер высокая детализация прически. А теперь мы с вами обратим особое внимание на то, как изменился внешний вид наших персонажей на камеях в середине 20 века. Она достаточно характерный пример того, какими были эти изделия в 40-х, 50-х и 60-х годах, потому что мой экземпляр как раз-таки примерно такого периода. Лицо. Мы здесь видим с вами достаточно такие очень миловидные и женственные черты лица. Носик уже очень тоненький, здесь появилась такая ямочка, которая нам показывает, что нос достаточно курносый. Здесь появилась очень такая хорошая, отчетливая форма подбородка. Изменилась прическа. Второй пример камеи, она достаточно миниатюрная, поэтому мы ее с вами посмотрим под хорошим приближением, и вам сейчас все станет понятно. Смотрим на носик. Он уже заметно курносый, очень аккуратный. В моду в середине 20 века начали входить прически абдо, это пышные локоны, собранные на затылке. Шея стала, конечно же, достаточно более тонкая. Более современные камеи, которые на сегодняшний день являются винтажными, они стремились имитировать некоторые элементы, которые относились к своим более возрастным собратьям. Это когда в украшении присутствовали вставки из золота и красивых натуральных драгоценных камней. Ну и одним из ярких примеров, который, конечно же, сопровождает сегодняшний весь мой гайд и обзор, это кольцо, очень красивое, винтажное, также примерно 60-х годов, и оно прекрасно имитирует камею середины викторианской эпохи, потому что в нем присутствуют очень схожие элементы дизайна. Мы видим с вами, здесь камея выполнена на ониксе с микрожемчугом натуральным, в золоте, конечно же. Мое кольцо также имитирует работу с ониксом, с микрожемчугом, к сожалению, одна жемчужинка потерялась, и сделано под такое античное, красивое, состаренное золото. Но если
мы посмотрим здесь на профиль и на наряды, и на прическу, то станет понятно, конечно, что вот это все очень не схоже на то, что мы видим с вами в более современном, но на данный момент винтажном варианте. Давайте посмотрим поближе. Вот этот переход подбородка и носика, прям такая ямочка здесь появилась. Уже тонкий, красивый, элегантный подбородок, тонкая шея, опять волосы собранные где-то наверху. Это, конечно же, все-таки была дань моде голливудских актрис, потому что стандарт красоты, женской красоты в середине 20 века очень сильно изменился, и женщины, конечно же, подражали голливудским актрисам, хотели быть на них похожи, поэтому и украшения, и мастера, которые изготавливали эти украшения, также следовали современным по тем меркам трендам. В дополнение к этому хочу сказать, что камеи изображали абсолютно разные сюжеты. Это были не всегда портреты или лица людей. Они могли изображать какие-то библейские сцены, а также вырезанные цветы, например, как вы видите здесь. Это могли быть какие-то сюжеты из античной истории, из мифологии. Где-то тут был пример, вот как вы видите здесь. Все это очень характерно для антикварных и не только камей, поэтому сюжетность мы опустили на второй план. Но есть важный нюанс. Например, изображение мужчин на камеях было более популярно в конце 18 и начале 19 веков. С середины 19 века пошла огромная тенденция как раз-таки на изображение женских лиц. А теперь мы с вами поговорим о следующей не менее интересной теме. Как отличить натуральную раковину от даже супер искусной имитации пластика. Первый и самый явный факт, который вам будет говорить о том, что это пластик, это абсолютно ровная задняя спинка. Раковина имеет изгиб, это очень хорошо видно на этом фото. Вот эта округлость раковины всегда у вас будет прослеживаться на обратной стороне камеи. Чаще всего антикварные камеи имеют открытую спинку. А второй немаловажный фактор: раковина в своей форме имеет не идеально ровную окружность. Мастера сначала вытачивали образ, который им необходимо было выточить на камее, и только потом этот образ с готовой композицией обрамлялся в какую-то раму. Если здесь на фотографии не слишком в глаза бросается то, что ее контур рамы неровный, он имеет не идеальную форму там круга или эллипса, то вот здесь это как раз таки очень хорошо видно, что камея как будто бы обволакивается этой рамой. Ну и практически это можно проверить следующим образом. Если у вас под рукой есть фонарик, что я очень рекомендую вам делать, когда вы идете на любые винтажные маркеты или барахолки, это иметь с собой фонарик. В моем случае это ультрафиолетовый фонарик, у которого есть несколько режимов: белый и теплый дневной свет. Так, я выключила все дополнительное освещение, чтобы показать вам, как эта камея реагирует на просвет. Мы с вами видим абсолютно однородную структуру. Если бы это была натуральная раковина, то обязательно у нас на просвет появились бы природные прожилки. Также, если камея изготовлена из натурального камня, который обладает светопропускной способностью, то у него также вот на просвет будут видны все прожилки. У нас здесь абсолютно однородная структура. Сейчас я вам это покажу даже с обратной стороны. Вот если мы светим здесь, мы видим абсолютно однородную структуру материала. Именно эти признаки нам говорят о том, что эта камея выполнена из пластика. Стекло также на просвет будет абсолютно однородным. Моя камея в данном случае имеет ручное происхождение, то есть ее вырезали вручную, и она винтажная, но современные камеи никто вручную уже, конечно же, не режет. Их изготавливают посредством лазерной резки, и они не будут иметь вот таких неоднородных сходов
покрытий, да, слоев покрытий. Еще одним важным фактором, который будет вам говорить о том, что перед вами работа более современная и точно не антикварная, это если верхний слой камеи, например, сделан отдельно и просто вклеен на вот эту подложку. Конечно же, здесь на всех антикварных камеях вы увидите, что это абсолютно единый кусок материала, что это высеченная руками работа, и в антикварных камеях вы никогда не встретите такого, что у вас, например, верхняя часть камеи и подложка — это два разных элемента, скрепленных между собой. Этим как раз-таки грешат преимущественно или винтажные образцы из натурального камня, или современные. Опять же повторю, что современные образцы — это всегда машинная резка, это всегда супер идеальный вариант, это то, что делается на станках огромными партиями. И следующий элемент, который нам может прекрасно свидетельствовать о возрасте камеи, это, конечно же, ее рама, материал, из которого она изготовлена, и материалы застежек. Камеи, которые предназначались не как кулон, как у меня, да, в данном случае, а, например, как брошь, то чаще всего антикварные камеи, конечно же, будут с C-образным замочком. Я вам сейчас покажу его на другом снимке. В них будет достаточно широкая игла. Более старых вариантах, например, начала 19 века или конца 18 века, эта игла будет длинная, то есть она будет выступать за край камеи, потому что ткани в тот период были достаточно плотные, и игла должна была быть мощной, хорошо вонзаться в структуру этой ткани. Вот, например, в нижнем варианте вы можете увидеть как раз-таки, что игла камеи выступает за саму камею. Это также признак антикварного украшения. C-образный замочек, как он выглядит. Такие замочки имеют не просто C-образную застежку на краю иглы, но и также Т-образное основание. Как и в предыдущем варианте, да, вы видите, что здесь также замочек, держащий иглу, и Т-образное основание иглы. И, в принципе, на всех вариантах камей, которые выполнены в виде брошей, вы обязательно увидите выступающую иглу, такую длинную, толстую, за само изделие. Это очень важный фактор и признак, говорящий нам о том, что изделие, скорее всего, антикварное. Ну и давайте подведем небольшие итоги по тому, как определять камеи по возрасту, какие у нас есть основные параметры и признаки. Первое. Когда вы идете на блошиный рынок, обязательно берите с собой фонарик и увеличительное стекло или лупу. Желательно как минимум 10-кратную, чтобы суметь разглядеть через нее особенности материала. Смотрим внимательно на то, из чего изготовлена ваша камея. Если это пластик, значит это уже как минимум 20 век. Камеи, которые выполнены из раковины, они всегда более плоские, похожие на вот эту. Камеи из, например, лавы и камня, они всегда такие очень объемные, очень выпуклые. И самая страдающая часть у них будет, конечно же, нос. Нос будет, скорее всего, всегда иметь какие-то сколы и дефекты. Если же перед вами находится камея со всеми чертами антикварности по внешнему виду, какие черты лица, какая одежда, какая прическа, если все это вам говорит о том, что это относится к, например, викторианскому периоду, то, скорее всего, эта камея была произведена с 1840-х годов и уже по нарастающей вперед. Обязательно смотрим на элементы фурнитуры камеи, как выполнена игла и крепление иглы к камее. Смотрим на резку. Если перед вами камея, даже выполненная из раковины, но супер идеальной резкой, абсолютно современная камея, вырезанная лазером. Ну и, конечно же, если мы с вами будем говорить о коллекционной и материальной ценности камей, то камеи из натурального камня или, например, из лавы,
камеи из коралла. Эти камеи всегда более дорогие и более ценные для коллекционирования. Камеи из раковины, конечно же, тоже являются прицельным объектом коллекционирования. Чем более сложный сюжет и тонкая работа, тем более дорогая камея будет в оценочной стоимости. Надеюсь, этот выпуск раскрыл вам правду на камеи. Мы заглянули им прямо в лицо, разобрались во всех деталях, как их выбирать и по каким признакам отличать антикварную камею от винтажной, а винтажную от современных новоделов. Я вам показала самые прекрасные дорогие примеры, которые только смогла найти для наглядности этого видео, для большей информативности. Надеюсь, это видео вам очень помогло с выбором, и после него у вас точно не останется вопросов, какая перед вами камея находится. А я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Пока-пока.